Наташа сидела в уютной гостиной своего загородного дома после долгого и очень насыщенного рабочего дня. Она рассеянно потирала шею, чувствуя на себе легкое напряжение и усталость. Уже несколько недель ее одолевала тупая постоянная боль, которая никак не желала проходить и все сильнее навязывалась ее вниманию. Несмотря на то, что она пыталась найти причину этого дискомфорта, она никак не могла избавиться от него. Вначале она подумала, что, возможно, ее просто укусил комар, ведь летом это было довольно часто, и такие укусы быстро проходили. Но со временем ощущение не исчезало, а стало только усиливаться, превращаясь в постоянный источник неудобства и раздражения, мешая ей полностью сосредоточиться на делах и отдыхе. Наташа бытовой человек жизнерадостный и оптимистичный. Она всегда старательно старалась не зацикливаться на неприятных мелочах, списывая все на усталость, временный стресс или неправильное положение во сне. Но сегодня боль превзошла все ее ожидания. Она стала настолько сильной и невыносимой, что просто игнорировать ее уже было невозможно. В ответ на это Наташа приложила к шее теплый компресс, надеясь хоть немного облегчить свое состояние. Потом аккуратно попыталась помассировать болезненное место, чтобы уменьшить дискомфорт. Но никакого облегчения она так и не почувствовала. В этот же момент ее жених, Алексей, находился на кухне, готовил чай. Он насвистывал приятную мелодию, и в его движениях ощущалось внутреннее спокойствие, уверенность и привычная забота о ней. Их история любви была очень особенной и уникальной. Они знали друг друга с детства, когда еще бегали босиком во дворе, делились секретами и мечтами о будущем. Потом на какое-то время их пути разошлись. Они потеряли связь, разъехались по разным городам, проведя долгие годы порознь. Но судьба снова свела их вместе примерно год назад, и с тех пор они были неразлучны. Сейчас они обручены и с огромным нетерпением планировали предстоящую свадьбу. Спорили о цветах для букета, обсуждали, в какой город поехать на медовый месяц, мечтали о том, как начнется их новая жизнь. Наташа внимательно посмотрела на Алексея и вдруг решила наконец рассказать ему о своей боли, которой она терпеливо и долго не делилась. Она ощущала, что организм ее подводит. Она слишком долго молчала и не принимала мер. «Лёша», — мягко и тихо начала она, — «у меня сильная боль в шее. Она не проходит уже довольно долго, и это сильно меня беспокоит». Алексей сразу же обернулся, и его глаза тут же наполнились тревогой и беспокойством. Он положил кружку с чаем на стол и быстро подошел к ней. Сев рядом, он заметил, как ее лицо стало бледным, а движения скованными и непривычными. Его особенно тревожило то, что уже завтра они собирались участвовать в благотворительном марафоне, посвященном поддержке онкобольных, и Наташа скрывала свою проблему, боясь, что это может сорвать их планы. Для Наташи это мероприятие имело очень важное значение, ведь раньше она была волонтером, помогала пациентам, проводила вечера с ними, читала книги и писала письма тем, кто не мог лично видеть своих близких. Она всегда мечтала пробежать дистанцию вместе с Алексеем, чтобы внести свой вклад и хоть немного поддержать людей, борющихся с болезнью. Алексей наклонился чуть вперед, аккуратно отодвинул ее волосы и внимательно с заботой в глазах осмотрел ее шею. Его сердце сжалось в груди от тревоги. Прямо под кожей, чуть ниже горла, он заметил небольшую, но заметную шишку. «Наташа, ты это видела раньше?» — тихо спросил он, стараясь говорить спокойно и спокойно. Она нахмурилась. Ее пальцы машинально коснулись того места, чувствуя уплотнение. «Я думала, что меня укусил комар», — тихо ответила она. Потом решила, что это напряжение мышц. Но с каждым месяцем все хуже и хуже. Эта шишка становится заметнее. Я пробовала массажи, прикладывала компрессы, принимала обезболивающие препараты. Ничего не помогало. Алексей нахмурился еще сильнее, ощущая внутри себя тревогу и беспокойство.
По профессии он был фельдшером скорой помощи и отлично знал, что такие симптомы нельзя игнорировать и откладывать. «Наташа, нам нужно как можно скорее пройти обследование и выяснить, что происходит», — мягко, но решительно сказал он. «Возможно, это просто какое-то временное явление, но все равно рисковать не стоит». Но она покачала головой. «Завтра у нас марафон. Я ждала этого события очень долго. Давайте сейчас не будем поднимать панику. Я обязательно потом схожу к врачу и проверю все». Алексей уважительно принял ее решение, хотя тревога не покидала его сердце. В тот вечер Наташа призналась, что странные симптомы беспокоили ее уже около 2 лет. Она часто испытывала боли в животе, спазмы, сильные и резкие, а также постоянные и настойчивые позывы в туалет. Врачам ставили диагноз синдром раздраженного кишечника, и врачи уверяли, что все это просто стрессовая реакция организма. Несколько раз Наташа попадала в больницу из-за сильных кровотечений или необычно выраженных симптомов, но медицинские анализы ничего серьезного не показывали. «Я не хотела тебя нагружать этим», — говорила она с грустной улыбкой. «Мне казалось, что я преувеличиваю или волнуюсь зря». Алексей сжал ее руки в своих ладонях. «Ты не одна, Наташа. И сейчас очень важно, чтобы ты была честна и рассказала о своих симптомах. Мы вместе справимся». Наутро, перед началом марафона, он снова взглянул на ее шею. Шишка казалась заметной, а кожа вокруг покраснела, словно воспалена. Его тревога усилилась до состояния панической тревоги. Он понял, что ситуация серьезнее, чем казалось. «Мы не можем рисковать», — твердо произнес он. «Я вызываю скорую». Наташа колебалась, сердце ее рвалось на забег, но, посмотрев в глаза Алексея, она поняла, что ситуация очень опасная и требует немедленных мер. В течение получаса их уже везли в городскую клинику. По дороге Алексей держал ее за руку и не отходил от нее ни на шаг. Врач, расспрашивая ее внимательно, уточнил, есть ли еще дополнительные симптомы. «Усталость, очень сильная усталость, и боль стала отдавать в плечи», призналась Наташа. В больнице ее сразу же направили на дополнительные обследования. Алексей не отходил от нее ни на минуту. Рассказывал забавные истории из их совместного прошлого, чтобы отвлечь ее и унять тревогу. Когда врач вернулся с результатами, его лицо стало очень серьезным и мрачным. «У вас диагностирован медулярный рак щитовидной железы», — спокойно произнес он. Эти слова словно гром ударили в сердце. Они висели в воздухе, вызывая ощущение сильного, разрушительного удара. Доктор объяснил, что этот вид рака развивается из особых клеток, которые вырабатывают гормоны. Это может долго оставаться незамеченным. И именно поэтому диагноз зачастую ставится поздно. Лечение включало бы операцию по удалению щитовидной железы. Затем курс лучевой терапии и, возможно, химиотерапии. Прогноз при этом был очень тяжелым. Уровень кальцитонина у Наташи оказался в 1000 раз выше нормы, что объясняло сильные кишечные проблемы и хроническую усталость. Более того, лечение означало, что у нее, скорее всего, не будет возможности иметь детей. Несмотря на страшные новости, Наташа проявила невероятную силу духа. «Я не позволю этому остановить меня», — твердо сказала она Алексею. «У нас есть жизнь, и я хочу прожить ее полностью, несмотря ни на что». Алексей сжимал ее руку, борясь с сильными эмоциями и слезами, которые накапливались у него внутри. Со временем их семья и друзья начали участвовать в благотворительных проектах, посвященных борьбе с онкологическими заболеваниями. Вместо традиционного марафона следующего года они организовали многодневный забег, чтобы собрать деньги на лечение в клинике, где проходило лечение Наташа. В город собралось множество людей: семья, близкие друзья, коллеги из ее библиотеки, где она работала, даже ее читатели и случайные прохожие, узнавшие о ее истории. Ее стойкость и мужество вдохновляли всех окружающих, делая их сильнее и объединяя.
Но во время очередного обследования врачи сообщили страшную новость. Рак распространился дальше – на позвоночник, легкие, печень и кости. Наташа и Алексей были все так же подавлены этой новостью, но ни один из них не сломался. «Мы не сдаемся», — твердо и с решимостью сказал он. «Мы будем бороться и дальше, чтобы жить полной жизнью». Они продолжали использовать каждый день для радости и любви. Совершали маленькие путешествия, устраивали уютные вечера с музыкой и чаем у камина, смеялись без устали и плакали вместе. Их история стала символом стойкости, любви и веры в надежду. Наташа понимала, что даже если время у нее ограничено, оно принадлежит ей, и никто не сможет забрать у нее решимость жить достойной и счастливой жизнью, улыбаясь даже в трудные часы. Люди, слушая или читающие их историю, задавались вопросом, что они думают о силе человеческого духа и вере в лучшее. Расскажите, пожалуйста, в комментариях о своих впечатлениях и мыслях. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые вдохновляющие истории. До свидания!